сейчас у нас страна переживает не самые простые экономические времена. Кризис, ну, можно сказать, в самом расцвете. Существуют такие исследования, согласно которым женщинам, даже более квалифицированным, вот в подобное время дается меньше предпочтения, чем мужчинам. А есть ли какие-то возможности обязать работодателей внимательнее относиться к женщинам? Ну, допустим, обязать в некоторых производствах, допустим, иметь количество, там, вот такое-то количество женщин. Ну, это, знаете, я так думаю, с учетом нашего российского менталитета, чтобы мы приняли такой закон, который есть, например, в европейских странах, как, например, в Норвегии, где в составе, например, совета директоров даже четко определена квота. У женщин должно быть не менее столько. И привести в соответствие государственным учреждениям и частным учреждениям. Вот. Но вот если говорить в отношении работодателя, вот когда вы начали говорить о дискриминации, вот это идет дискриминация по признаку пола. Вот. Может быть, недостаточно на сегодняшний день, и мы на эту тему говорили, и когда Валентина Ивановна встречалась с лидерами женских организаций, на эту тему говорили, что сегодня плохо учат наши власть, условно исполнительные, муниципальные органы учат, руководители региональных отделений. Кадровая политика раньше она была более такая четкая. Вот. А сейчас идет во многом даже где-то непонимание на той власти, которая вот на местном уровне. Поэтому, когда женщине отказывают, потому что она женщина, вот, а что там ребенок, понятно, что одного или второго она будет рожать. Вот. Ну, ей же об этом не скажут. Но Она пройдет собеседование, если будет мужчина, и они ее возьмут блокируют. мужчину. Но, понимаете, при рассмотрении должностей, когда мы говорим, всегда должно быть, по крайней мере, два пола представлены, мужчина и женщина, и на профессиональной основе. И когда возникают вот такие проблемы, то не случайно мы часто говорим, что бизнес должен быть социально ответственный. И там, где бизнес социально ответственный, то совершенно по-другому идут рассматривания этого человека, брать на работу или не брать на работу. Я хотела бы назвать два таких крупных предприятия, как Новокузнецкий металлургический завод и Сургутнефтегаз. Вот эти две организации, которые Союз очень сотрудничают, являются нашими коллективными членами, у них, на их предприятии, если в Сургутнефтегаз, если я не ошибаюсь, около 50 женских советов, а в Новокузнецком мы вообще там под сотню подходит. И они принимают участие, когда идет обсуждение коллективного договора. Обсуждают не только профсоюзы, даже их влияние значительно больше, где они отстаивают и защищают позиции, которые, извиняюсь, женщина, охрана материнства, если она не будет мы защищать на уровне этого бизнеса, что мы сделаем? Ничего не сделать нам. Вот. И когда президент ставит вопросы демографической политики и так далее, поэтому для нас важно, чтобы на государственном уровне была такая поддержка, и на уровне частного сектора была поддержка. Вот. Конечно, малому, среднему, малому бизнесу это может быть очень сложно, и часто дискриминируются именно женщины по охране труда и так далее. То, что касается вот крупного бизнеса, я думаю, что они более уже взвешенно в этом плане подходят и понимают, что если мы говорим о демографии, значит, политика, которая идет от президента, от нашего государства, они, в общем-то, тоже должны поддерживать и выполнять. И служба занятости. Не случайно наша программа на сегодняшний день переобучение женщин, которые находились по уходу за ребенком там 1,5 года, а вторая там захотела она через 1,5 года, на второго родила ребенка. Она квалификацию, конечно, теряет. И очень важно вот эту вот ту учебу, которую должны организовать службы занятости. Мы считаем на сегодняшний день, что служба занятости работает очень слабо и не всегда конструктивно. И здесь во многом, опять же, общественность, она должна вступать в диалог, ставить проблему и, в общем-то, выносить. Почему мы говорим о очень активном развитии именно женских советов на уровне не только таком региональном или федеральном, а что в первую очередь на уровне муниципальном, поселения, чтобы доходили. И я считаю, что когда президент на своем послании затронул тему, что мы должны дойти до поселений и до малых городов, и говорил именно о том, что будут президентские гранты, но
Мы должны помнить, что в малых городах и в поселениях там нет гражданского общества. В основном гражданское общество оно сконцентрировано в областных центрах, в крупных городах, на федеральном уровне, поэтому они должны взять на себя обязательства по развитию вот таких вот структур или представлять интересы малого города или поселения непосредственно вот на своем региональном уровне. Я думаю, что это здорово. Для чего это надо? Появляется общественная организация, которая будет ставить вопросы, поднимать проблемы, мы быстрее будем эти проблемы решать. Поэтому грамотность женщин, вот учеба, которая так необходима, я думаю, она очень важна. Вот мы в том году, например, по Крыму проучили около 200 слушателей через школу гражданской активности, которую ведем в Союзе женщин России, с выездом на место. Мы привозили наши руководители региональных отделений, которые делились опытом, все проекты рассказывали. Вот. На этот год мы запланировали вот такую учебу. И вот когда мы в том году провели 2 школы гражданской активности среди глав поселений, из 16 регионов у нас главы были, и юридическую грамотность мы им давали, и те законы, которые, ну, непростые, но они, вот как 442 закон по социальному обслуживанию граждан Российской Федерации, там закон об общественном контроле, почему необходим общественный контроль. Может быть, это не совсем удобно для поселений, но когда мы говорим, чтобы у нас эти общественные палаты, которые есть на федеральном уровне, на региональном уровне, на муниципальном уровне, советы должны быть, чтобы не отбрасывались они. К сожалению, то, что вот мы налицо на сегодняшний день, не всегда очень удобная общественная организация, и часто власть считает, что они просто мешают работать, не умеют вступать в диалог и слышать. А вот когда будут слышать, тогда у нас и подвижки будут. Я вот, знаете, все время говорю об этом. Иногда я думаю, боже мой, вот насколько терпения хватает у нас нашему президенту, насколько он выслушивает совершенно разные позиции и находит какие-то новые формы вот диалога и взаимодействия. Вот даже та встреча, я до сих пор ее помню, она была с молодыми людьми, где вдруг президент сказал, мы долго думали о национальной идее. Потому что наша организация тоже долго очень думала. Все эти годы мы все время говорим, семья там, или то... Патриотизм. Вы понимаете? Идея, вот патриотизм, это действительно так. И сегодня, когда вот у нас конференция проходила, 75 регионов приехали, мы как раз говорили, насколько мы должны все объединиться сегодня вокруг института президента нашего. Именно института, потому что по институту стараются бить как на международном уровне, так и внутри наша оппозиция. То, что на Украине, видим, как по институту президента сделали, все, расшатали, и сейчас вообще там не поймешь, что у них. Вот. Насколько грамотную он политику проводит. И поэтому, когда мы говорим о патриотизме, вот, то патриотизм, вот, думаю, ну ладно, я, предположим, мы родились как бы в другой системе, может быть... Ну, там патриотизм прививался. Да, конечно, он прививался с рождения, возраста. С внутриутробной. Я говорю, даже внутриутробно уже, можно сказать. Вот. И поэтому сегодня, если мы не начнем это делать с детей наших, и акцент, наш вот социальный опыт женщин, который мы имеем, если мы не переведем на нашу молодежь, причем вспомнить самые интересные, может быть, те формы, которые мы использовали и в отечественное свое, в советское время. Вот этого важно. И вот сейчас, когда у нас приходит ко мне Наталья Фаустова, у которой в социальных сетях очень много и информации Натальи Фаустовой, которую подготовила сама пресс. Она бизнесом занималась, я поняла, на свои деньги сделала проект «Колыбельная песня». И я когда услышала, вы знаете, я просто ухватилась за этот проект. Почему? Потому что, сама, будучи бабушкой, я помню, как я внука качала, думаю, надо же, эту песню до конца не знаю, эту песню не знаю до конца. Где молодой маме вот взять слова и музыку колыбельной песни? И вот она диск с хорошо оформленными книжками показала, я думаю, боже мой, это должно быть обязательно проекты Союза женщин России. Мы будем этот проект лоббировать. Я считаю, что уже в утробе ребенка, а это уже все ученые доказали, если беременная женщина будет слушать одну и ту же мелодию или колыбельные песни, ребенок потом родится, он под эти песни и засыпать будет. Самое главное, там слова очень замечательные, даже песня Арины Родионовны есть.